В 2017 году в Калифорнии Вэл любит играть в шутер от первого лица под названием. Она очень хороша в этой игре, и ее прозвище спидранер известно в игровых кругах. Ее мечта — выиграть турнир и стать профессионалом. Однажды утром ее отец Карлос напоминает ей, что он попросил своего брата устроить ей собеседование, и говорит, как это важно, потому что у нее уже несколько месяцев нет работы. Он просит ее забрать бабушку из больницы, когда она закончит, и Вэл неохотно соглашается. Вэл выходит из дома в красивой одежде, но это обман. Ее парень Эван ждет ее на улице, и Вэл переодевается в повседневную одежду, как только садится в его машину. Эван считает, что Вэл не должна пропускать собеседование ради турнира по видеоиграм, но Вэл говорит, что просто позвонит и скажет, что заболела. Приз $10, так что если она выиграет, она сможет стать профессионалом. К сожалению, у Эвана плохие новости. В турнире будет участвовать лучший игрок в сообществе. Когда они добираются до арены, все уже сходят с ума по раю, также известному как Килогерц. Он был лучшим игроком года и появлялся на обложках журналов. Даже комментаторы уверены, что он победит. Вэл отчаянно хочет победить его, но Эван напоминает ей, что она здесь не для того, чтобы выиграть, а чтобы пройти отбор. Игра начинается, и Эван единственный, кто болеет за Вэл. Она первая, кто убивает противника и набирает очки, но внезапно на другом конце карты появляется Рой и начинает красть ее убийство. Иногда он прекращает играть, чтобы дать 5 своим фанатам, и даже закрывает глаза, чтобы покрасоваться. Вэл не сдается и продолжает играть изо всех сил, пока они с Роем не сравняются. За несколько секунд до конца Вэл видит перед собой противника и может его убить, чтобы выиграть, но замечает Роя и начинает преследовать его, чтобы убить и получить славу. К ее удивлению, персонаж Роя исчезает с экрана и появляется позади нее, чтобы убить ее, и выигрывает турнир. Выходя из зала, Вэл продолжает возмущаться по поводу Роя, не понимая, как он может двигаться быстрее, чем человек может среагировать. Эван пытается поднять ей настроение, говоря, что она дошла до финала, но Вэл считает, что это бесполезно, если она не сможет победить Роя. Что касается Роя, то он подходит к Вэл и несколько минут насмехается над ней, прежде чем уйти, чтобы сделать селфи со своими фанатами. Пока Эван идет за машиной, к Вэл подходит Кодзима, который поздравляет ее с сегодняшней игрой, но говорит, что завтра она проиграет. Он утверждает, что он фея-бабушка, и дает ей свою визитку, говоря, что если она хочет победить, то ей понадобится его помощь. Кодзима также подтверждает, что Вэл была права насчет Роя. Никто не может быть настолько хорош. Когда Вэл возвращается домой, Карлос спрашивает об интервью, и она делает вид, что все в порядке, но он поговорил со своим братом и знает, что она даже не пришла. Она не ответила на звонок своей бабушки, и Карлос чуть не потерял работу, потому что ему пришлось все делать самому. Он говорит, что у Вэл завтра собеседование, и она пытается рассказать ему о финале, который для нее мечта и к тому же может принести хорошие деньги. Но Карлос говорит, что дело не в деньгах, а в том, что Вэл ему врет и думает только о себе. Вэл не выдерживает и говорит, что не хочет такой же дерьмовой жизни и работы, как у него, и понимает, почему ее мать ушла. Затем Вэл открывает на компьютере приложение по поиску работы, но вместо этого заходит на игровой стриминг. Переживая за Роя, она берет визитку Кодзимы и решает сходить по указанному адресу. Она находит место под названием «Золотое блюдце», которое оказывается игровым кафе. Кодзима даже не здоровается, просто заставляет ее сесть и играть. Вэл выбирает игру с адским уровнем сложности, поэтому проигрывает за несколько секунд. Затем Кодзима предлагает ей выпить Импульс 9, который Вэл принимает за энергетический напиток. Когда он открывает бутылку, шипение привлекает внимание всех в комнате. Кодзима говорит, что это обычный напиток, и наливает ей в крышку. Когда Вэл выпивает, она чувствует, как ее мозг полностью меняется, все чувства обостряются, а время реакции достигает невероятной скорости. Теперь она может пройти сложную игру, не потеряв ни одной жизни. Через несколько мгновений Вэл приходит в себя и оказывается за столом с Кодзимой, который объясняет, что Импульс 9 замедляет время. Чем сильнее замедление, тем быстрее оно восстанавливается, и Вэл была в отключке целый час. Он может продать ей бутылку Импульса 9 за $500, но это все, что осталось у Вэл, не говоря уже о том, что это будет нечестно. Рой говорит, что это не так уж и плохо, и предлагает ей купить еще одну бутылку. Увидев, сколько очков она набрала, выпив всего один глоток, она решает купить ее. На следующий день перед началом турнира Вэл делает глоток Импакса 9. Время для нее замедляется, и она легко расправляется с противниками. К сожалению, Рой продолжает пить Импакс 9 и вскоре догоняет ее, опережая на несколько очков. Вскоре действие Импакса 9 заканчивается, и Вэл, которая так хочет победить, что выпивает всю бутылку. Благодаря своим лучшим рефлексам Вэл убивает персонажа Роя и выигрывает турнир. Действие Импакса 9 длится намного дольше, и Вэл просыпается в 2029 году, в будущем, где люди живут на улицах и пользуются химическими туалетами. Она живет в старом грязном доме с 3 детьми, которые называют ее мамой, и от шока ее тошнит. Когда ее муж Эван пытается ее успокоить, она выбегает на улицу и видит, что это постапокалиптическое будущее, где люди живут на улицах и пользуются химическими туалетами. Эван бежит за ней, чтобы дать ей противогаз, а потом напоминает детям, что пора идти в школу. Пока пара ведет детей в школу, Эван напоминает Вэл, что они должны заниматься домашними делами. Они по очереди собирают мусор на свалках и стоят на воротах. Один из детей поднимает засохший собачий помет, думая, что это красивый камень, и просит Вэл сохранить его, чтобы он мог забрать его после уроков. Школа оказывается учительской, где стоят несколько столов посреди улицы. Учительница объясняет детям, что если они увидят ящерицу-смертника, то должны бежать и прятаться. Вэл хочет поговорить с Эваном об этой странной ситуации, но ее прерывает соседка, которая зовет ее шерифом. Женщина объясняет, что
что прошлой ночью один из соседей сорвался и не помнит последние 8 лет своей жизни. Помощник шерифа Дэн вытаскивает мужчину из палатки и называет его псих, чем вызывает у Эвана возмущение. Оказывается, психами называют людей, которые слишком много выпили и стали бесполезными, что привело к апокалипсису. Президент тоже был психом и нажал на кнопку ядерной бомбы. Эван хочет избить мужчину, но Дэн останавливает его и спрашивает Вэл, что делать, ведь у мужчины нет никаких полезных навыков. В замешательстве Вэл говорит Дэну выгнать мужчину из города. После этого Эван хочет узнать, о чем Вэл хотела поговорить, но Вэл не хочет, чтобы ее выгнали, поэтому притворяется, что у нее болит живот. Эван рассказывает, что они вчера ели жуков, а Дэн выталкивает психа за ворота города. В этот момент срабатывает сигнал тревоги, и все надевают противогазы. Позже дома Вэл волнуется, потому что не знает, что делать с ребенком. Она думает позвонить отцу за помощью, но он уже мертв, и его прах лежит в урне неподалеку. Вэл напоминает себе, что она сильная и должна собраться, прежде чем Дэн позовет ее, и напоминает, что пора идти чистить туалеты. Очевидно, в этом будущем Вэл – шериф, санитарный инспектор, мусорщик и мама одновременно. Вэл проводит остаток дня за уборкой туалетов, от чего очень устает. Но когда она возвращается домой, то не может отдохнуть, потому что должна присматривать за детьми, пока Эван на дежурстве. Дни проходят по одному и тому же распорядку, и Вэл это надоедает. Иногда она тоже дежурит, и тогда ей приходится часами смотреть в пустоту. Еще нужно стирать, крутить педали велосипеда, чтобы зарядить генератор, и есть ужасную еду. Дети пытаются с ней общаться и даже дарят ей свой рисунок, но она холодная, отстранена. Однажды вечером Вэл приходит домой и видит по телевизору поле битвы. Оказывается, Эван крутит педали велосипеда, чтобы зарядить игровую приставку для вечерних игр раз в месяц. Вместо того, чтобы поспать перед следующей сменой, Вэл показывает детям, какая она замечательная игрок, и даже учит их играть, что позволяет ей наконец сблизиться с ними. Через несколько часов Вэл все еще играет с детьми, потому что забыла, что ей нужно заступать на смену. Эван приходит и сообщает, что никто не открыл ворота для Дэна, и его убила ящерица смерть. Жена Дэна кричит на Вэл, но Эван напоминает ей, что у нее все еще смена, и теперь Вэл должна стоять у ворот и мучиться чувством вины. Утром Вэл говорит Эвану, что больше так не может. Если они работают весь день, а перерыв их наказывает, то она не видит смысла в жизни. Эван утешает ее, говоря, что она была самой замечательной женой и матерью, не говоря уже о том, что она ответственная, поэтому не стоит позволять одной ошибке сломить ее. Вале этого недостаточно, поэтому она ждет, когда Эван уйдет, собирает вещи и пишет прощальное письмо. Проснувшись, Эван обнаруживает, что его жена ушла, и читает письмо, в котором она признается, что была пульсаром. Она извиняется и говорит, что пульсарам нет места в цивилизованном обществе, поэтому она ушла. Тем временем Вале бредет по пустошам и находит тела других пульсаров. После нескольких часов блужданий под палящим солнцем она с удивлением видит, что золотое блюдце уже не такое блестящее и новое, как раньше. Но Кодзима все еще внутри, выглядит точно так же, как 12 лет назад, и магазин работает благодаря солнечным батареям. Вале кричит на него за то, что он разрушил ее жизнь, и Кодзима говорит, что не может вернуть деньги, но может дать кредит. Он достает огромную бутылку Импульса 9 и говорит, что она может выпить всю бутылку и остаться в магазине, играя в видеоигры, пока не умрет, что лучше, чем ее нынешняя жизнь. Вале принимает предложение и садится играть, но в этот момент вспоминает рисунок своей дочери и замечает надпись «Мой герой» в углу. Она думает обо всем, что ей говорили родные, и решает вернуться в город. Позже Эван не открывает дверь и говорит ей уйти, думая, что она вернулась только потому, что на пустошах еще хуже, чем в городе. Вале подсовывает рисунок под дверь и объясняет, что хочет быть такой, какой ее видят дети. Она обещает делать всю работу по дому, брать двойные смены и делать все, что потребуется, чтобы это сработало. Но Эвану тяжело, потому что она не помнит последние 12 лет их совместной жизни. Внезапно они слышат вдалеке выстрелы. Эван кричит, что приближаются ящерицы-убийцы, и срабатывает сигнализация. Вэл пользуется моментом и проскальзывает внутрь, пока Эван ищет детей. Все в городе в панике собирают самое необходимое, чтобы спрятаться в ущелье, потому что их некому защитить. Их помощник погиб, а шериф – наркоман. Если они не убегут, ящерицы их убьют. Не желая потерять свой дом, Вэл присоединяется к семье и говорит, чтобы они прятались, пока она будет делать свою работу. Затем Вэл идет к воротам и готовит несколько вещей, например, бочки с горючим и большую бутылку с наркотиком. Ящерицы подъезжают на грузовике, и Вэл с удивлением видит Роя в качестве их лидера. Он тоже ее узнает и насмехается над ней, рассказывая, как его банда съест ее и ее семью. Внезапно Вэл бросает бутылку с наркотиком, и Рой понимает, что она пьяна. Банда готовится к нападению, но Вэл теперь двигается быстрее и взрывает бочки. Она стреляет в бандита, когда он пролетает мимо, а другой погибает от собственной гранаты. Вэл продолжает стрелять, чтобы убить еще нескольких парней, но вражеская пуля попадает ей в плечо, и она падает. Она все еще успевает выстрелить в последнего бандита, но Рой стреляет в ответ. Вэл уклоняется от его выстрела и стреляет в него, наконец убивая. Затем Вэл стреляет в воздух, чтобы предупредить остальных, что в городе безопасно. Затем Вэл умирает с рисунком своей дочери в руках. Не забудьте подписаться и включить уведомления, чтобы смотреть больше подобных видео. Спасибо, что посмотрели.